Всем привет, ребят! Самый частый вопрос, который задает новичок на бинарных опционах, это как увеличить прибыль. Вот торгую я и топчусь на одном месте. Хочу начать зарабатывать больше каждый месяц. Я вас прекрасно понимаю. И сегодня я покажу вам лучшую торговую стратегию, которая поможет каждому максимизировать прибыль на бинарных опционах. Теперь, ребят, давайте приступим к нашей торговле, но для начала я объясню, как мы торгуем для тех, кто в первый раз на моем канале. Мы переходим на валютную пару и выбираем 15-минутный таймфрейм. Здесь мы проводим технический анализ. Далее переходим на минутный и там находим точку входа и заходим в сделочку. Далее, время, на которое мы заходим в сделочку, то есть время экспирации у нас 1 минута. И сумма сделки $200. Далее, мы наблюдаем у нас на графике область сопротивления и область поддержки. Почему я называю данные уровни областью? Многие называют это уровнем. Область, потому что цена от области может пройти на повышение, либо откатиться сразу от него. Соответственно, когда мы называем уровнем, к примеру, вот это уровень, да, к примеру, а вот это область. Если уровень, то цена резко от него отталкивается. Соответственно, такого не может быть физически. Цена не может резко пойти на понижение от какой-либо области. Поэтому цена может пробить ее, либо от нее откатиться, либо войти от нее в консолидацию и после чего пойти на развороте. Цена не может резко пойти на разворот. Цена может немного ее пробить. К примеру, я сейчас приведу пример данной ситуации. Мы видим, что у нас есть такая вот область. Цена дошла до нее, немного пошла на пробитие и после чего откатилась. После отката цена пошла на повышение и уже больше пробивает данную область. После чего также откатывается. Для чего мы это называем областью? Для того, чтобы цена, когда подходит к данной области, к примеру здесь, и начинает свой разворот, мы не реагировали на него так быстро. Потому что если цена начинает свой разворот, в противном случае она может сделать ретест области и после чего пробить ее. И тогда мы, заходя в сделку на понижение, получаем минус, потому что мы поспешили, уверенно сказав, что цена от данной области резко пойдет на откате. Но этого не бывает, ребят. Поэтому мы и называем данное место областью. Область сопротивления, соответственно, и в данном случае область поддержки. От данной области поддержки цена пошла на повышение. Соответственно, после чего образовалась откатная свеча. Почему она здесь образовалась? Мы отмечаем локальную область. От данной области цена неоднократно шла на откате. Как мы видим, и здесь цена также идет на откате. Соответственно, цена реагирует на данную локальную область. Для этого мы и отмечаем ее в данном месте. Далее, мы наблюдаем следующее. От области сопротивления цена откатывается на понижение в данный момент. Цена может дойти до примерно локальной области здесь. Соответственно, после этого мы будем заходить в сделочку на повышение. Почему мы будем заходить в сделочку на повышение? Потому что цена в данном случае идет по тренду на повышение. К примеру, вот здесь у нас ситуация следующая. Цена стабильно движется на повышение. Соответственно, конечно же, производит откаты. Поэтому мы движемся по направлению цены вместе с ценой. Соответственно, для этого переходим на минутный таймфрейм. Далее мы наблюдаем следующую картину. Цена после касания области поддержки идет на повышение. Откат, повышение, откат, повышение, откат. Здесь консолидация, снова повышение. То есть цена здесь копила силы, после пошла на повышение. Далее мы отмечаем следующее. Мы видим огромные просто свечи, точнее тени от свечи. Соответственно, у нас огромные тени и маленькое тело. Соответственно, у цены нету сил для движения на повышение. Поэтому у нас здесь и происходит откат. Мы должны дождаться завершения отката. И примерно в данном участке данной области локальная цена пойдет на развороте, и мы тогда зайдем в сделочку. В данном случае нам главное не спешить. Видим, цена резко пошла на понижение и сейчас будет производить разворот. После того, как мы видим, что цена начинает свой разворот, к примеру, от данной области, либо от данной, сейчас цена может ее пробить и после чего пойти на разворот. Тогда мы сразу же заходим в сделочку. Как определить разворот? Когда у нас происходит разворот, то образуется такая вот огромная тень от свечи. Как цена образует тень от свечи, то мы сразу же заходим в сделочку. Соответственно, мы наблюдаем за этим в данный момент.
Давайте сейчас мы зайдем в сделочку. Как мы видим, у нас уже идет огромная откатная свеча в виде тени. Поэтому зашли в сделку и будем ждать наш результат. А пока мы ждем завершения сделки, я вам объясню очень важную вещь. Каждый из вас должен у себя в голове определиться, для чего вам бинарные опционы. Моментальные деньги здесь и сейчас или хороший стабильный заработок в будущем. Если первое, то конечно же очень просто. Как пример могу сказать, что в моей группе Телеграма 40% людей вступают только ради моментального заработка здесь и сейчас. Конечно, подняли они там $200 и выше за неделю, а кто-то и за пару дней и ушли. Но большая часть торгует до сих пор. И знаете, многие из тех, кто ушел, вернулись торговать, так как им понравилось получать быстрые деньги. И они хотят обучаться всему для того, чтобы начать зарабатывать уже самим. Поэтому мой вам совет: не нужно недооценивать трейдинг. Вы представить себе не можете, как можно улучшить свою жизнь, если не полениться и начать торговать, обучаться и в дальнейшем работать здесь. Если это, конечно, можно назвать работой. Отлично, ребят, мы видим, что у нас максимально уверенный плюс. Соответственно, здесь же мы и останемся, попробуем также отторговать данную ситуацию. Следующее, мы переходим на 15-минутный таймфрейм. Далее, мы наблюдаем, что цена, как мы и предполагали, от локальной области после отката развернулась, образовалась откатная свеча и цена пошла на повышение. Следующее, мы отмечаем область сопротивления. Соответственно, область, от которой в данный момент цена неоднократно отталкивалась. Поэтому мы и ожидаем в данном случае также откат. Соответственно, толчок от нее на понижение. То есть цена доходит до данной области, видит ее и просто идет на откате. Соответственно, этот откат может быть быстрый. То есть цена может немного откатиться и пойти на пробитие этой области. Соответственно, если у цены много сил и движение, как мы видим в данном случае, ярко выраженное, то есть от данной области цена может пойти на откат. После небольшого отката примерно в данной области, соответственно, цена также реагировала на данную область неоднократно, цена может пойти на откат от нее и развернуться уже на повышение и пробить область. Соответственно, если у цены есть много сил, то цена и будет ее пробивать. Как мы видим, сейчас у нас идет откат. Давайте дождемся, посмотрим, докуда цена в принципе может дойти. Соответственно, если цена доходит до данной области и идет на развороте от нее, также откатная свеча у нас появляется, то мы зайдем в сделочку на повышение. Здесь самое главное не спешить, потому что если мы зайдем в сделочку рано или поздно, то мы просто потеряем свои деньги. Соответственно, конечно, мы можем зайти догоном, но зачем лишний раз нам подвергать себя стрессу? Вот, видим, да? Идет разворот. Давайте попробуем еще немного подождать, чтобы цена пошла. Да, видим, да, она делает ретест уровня, то есть она подошла к данной области, после чего появляется откатная свеча в виде тени, цена идет на повышение, делает ретест и снова пойдет на разворот. Давайте зайдем в сделочку и понаблюдаем за ней. В принципе, вовремя зашли, и давайте дождемся завершения сделочки. Если честно, у меня, когда я хотел начинать только торговать на бинарных опционах, был страх, что я потеряю все свои деньги. То, что я опозорюсь перед своими друзьями, близкими, и то, что надо мной будут все смеяться, если я облажаюсь. И на самом деле я не придавал этому такого значения, но теперь, спустя время, я вижу, что вообще все наши страхи могут навредить нам. Это не те страхи, где мы чувствуем инстинкт самосохранения, это немного другое. Тут скорее страхи перед реакцией общества или страх чего-то нового. Потеря денег не играет такую ключевую роль, потому что мы каждый день что-то теряем. В таком случае я посоветую вам посмотреть мои видео с обучением на тему бинарных опционов. Кнопка с плейлистом появится у вас в верхней правой части экрана. Важно подписаться на мой YouTube канал, чтобы не пропускать новые видео. Ссылки на мой личный Telegram и мой Telegram канал для вступления будут в описании. А также, если вам понравилось видео, поставьте лайк и напишите любой комментарий. Вам не составит это труда, а мне будет очень приятно. Всем удачи, пока.